Какой мужчина на пороге вот-вот ворвется в вашу жизнь? Какой мужчина вам по судьбе? Общий расклад Таро для женщин, онлайн-гадание на любовь, на будущее, на перемены в личной жизни, на мужчину, который идет в вашу жизнь. Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшнее наше онлайн-гадание Таро на мужчину из будущего. Расклад будет актуален для тех, кто хочет погадать на мужчину, которого пока что нету, но силой вашего намерения, силой вашего желания, силой вашей мечты, вашей энергии, вашей магии, а также силой обрядов и ритуалов вы притянете к себе в свою жизнь. Не знаю, сколько аспектов мы сегодня посмотрим, вот сколько карт я выложу, да, вот столько аспектов вашего мужчины из будущего или будущего мужчины мы посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, давайте пока выкладывать, а там будем смотреть. Эти карты символизируют то, что хотят вам сказать высшие силы о вашем мужчине, о мужчине из будущего. Уже 12. Ну, давайте все-таки сделаем 18. Да? 18, а там, может быть, что-то добавим. 18. 18 – это цифра Луны, да? Цифра тайны, цифра загадки, цифра магии, цифра женских каких-то аспектов. Так, ну что, 18, да? Ну, давайте 19, 20 и 21. А 21 – это у нас аркан мир, да? Давайте все-таки 21 тайна о мужчине, о вашем мужчине из будущего. Друзья, куда же мне ее положить, господи? Вот сюда давайте положим. 21 тайна о мужчине из будущего. Уверен, что вы настроились на то, чтобы получать информацию. И давайте начнем. Я переверну часы. И первая тайна. Где вы встретите этого мужчину? То есть, где его искать? Или в каком окружении? То есть, ну давайте, где вы найдете этого мужчину? Или кто из окружения вам может помочь встретить этого человека? Где или кто? Скорее всего, вы встретите этого человека в том месте, где происходит обмен. То есть, что такое обмен? Это рынок. Ну, тут рынок и есть, кстати, форум, да? Рынок. Это могут быть выставки различного рода, может быть аукционы, да, тоже может быть. Это могут быть места, где обмениваются информацией. Это сайты знакомств, это может быть. И это может быть ситуация, где вы что-то покупаете или продаете, да, тоже вот сама ситуация, не обязательно рынок, да, а ситуация. То есть, где это то место, где что-то продается. Окей. В том числе сайты знакомств, потому что на сайте знакомств это тоже как бы продажа, да, себя, ну, через сайт только, да. Ну, не продажа, а за деньги все равно ты рекламируешь себя, да. То есть, где на рынке, условно говоря, да. Второе. Нужно ли вам бороться за этого человека? То есть, ну, придется ли вам выбарывать его? Ну, или трудно ли вам будет даваться поиск этого человека или встреча? Трудна ли будет встреча? Давайте вот так. Или нужно ли сражаться, да? Ну, смотрите, у вас есть шанс, знаете, как не особо как бы заморачиваться по этому поводу. То есть вам этот
Человек идет легко, без особого труда. Хорошо. Давайте так. Я не буду давать дополнительных толкований. Идем дальше. Юпитер. Его возможности, его власть. Ну, то есть, насколько он авторитетен, насколько он статусен. Да, вот его статус. Вот. Все-таки давайте статус. Ну, его статус это не бедный человек. Ну, это человек не такой щедрый, как бы вам хотелось. Но это статус, знаете как? Статус человека, о котором вы, возможно, не подозреваете. Вот так. Вот. То есть его статус вы сразу не будете знать. И он сразу этот статус вам не раскроет. То есть его статус больше, чем вам покажется изначально, чем вы ожидали. Вот так. Давайте так. Путь к мужчине часто лежит через его желудок. Да? Давайте так. Удовольствие, да, аспект удовольствия. Кто хочет посмотреть, будет ли вам, этот человек приносить удовольствие и радость, кто хочет так, а кто хочет посмотреть на еду, да, то есть, бывают мужчины, которые много кушают, а бывают не очень, да. То есть, будет ли он прожорливым, да, этот человек, или лежит ли путь через его желудок. Давайте так, будет ли он приносить вам удовольствие? Да. А лежит ли путь через его желудок? Да. Удовольствие, да. Желудок, да. Тут земная карта. И чем роскошнее вы готовите, это для него и для вас уже лучше плюс. И чем вы краше, тем больше удовольствия вы будете доставлять друг другу. Следующая карта. Колизей – это еще раз о месте, да, где именно, да, какое именно место. То мы смотрели окружение, да, какое именно место, место встречи, да, так сказать. 8 кубков. Место встречи там, где ему не будет комфортно. 8 кубков. Это мужчина уходит. Или место встречи, знаете, там, где он будет уходить оттуда, где ему когда-то где ему когда-то было комфортно. То есть, смотрите, еще раз. Место встречи – это то место, откуда он будет уходить. Давайте, допустим, если он на рынке, то он будет из рынка выходить. А если он, например, на сайте знакомств, то он будет хотеть уже уйти. То есть, какой-то самый последний момент. Момент выхода, момент перехода. Место, где человек выходит, уходит и переходит. Может ли это быть переходом каким-то? Да, может быть. Может ли это быть состояние переезда? Да, в том числе. Например, он разошелся с какой-то женщиной или уходит от какой-то женщины, меняет одну женщину на другую, да, то есть происходит такой обмен, да. Следующая карта. Смотрите, Велит – это воин, с одной стороны, но с другой стороны, это легкость какая-то. Это легкий воин. Давайте так. Или воин налегке, да. Будет ли ему с вами легко, а вам с ним легко? Вам с ним легко не будет, но и ему с вами тоже не будет легко. Но это легкость или нелегкость в отношениях с ним. У вас есть часть кармической отработки. Видите, здесь работа идет. То есть легко не будет, но это часть кармы. Следующий аспект. Жрец. Давайте все-таки по жрецу посмотрим, насколько он будет мудрым. Или будет ли он мудрым, да? Он мудр.
Девятка жезлов, да, этот человек уже имеет, будет иметь богатый жизненный опыт. И, знаете, такой человек, который прежде чем что-то будет говорить, 10 раз подумает, или прежде чем что-то будет делать, спланирует тщательно. То есть стоимость или цену своего успеха этот человек будет знать, этот мужчина. Следующая карта. Охотник. Давайте так. Мужчина всегда добытчик, да, чаще добытчик, а женщина хозяйка, да. Как он будет, насколько он будет охотник до добычи, да. То есть, сами понимаете, да. То есть, насколько он будет хороший добытчик. Пятерка кубков. Тут нужно понимать. Эта карта связана с прошлым. І хтось журиться, а хтось радіє. Да? Я скажу так. Пока что размышлять о том, какой он будет добытчик, рано. И карта говорит, что он может быть и плохим добытчиком. Скажите, а нафиг такое надо? Да? И будете правы по-своему. Хорошо. Следующая карта. Смотрите, будет ли этот мужчина свободен, освободившийся либертин, да, выкупленный или освобожденный раб? Будет ли он зависим от чего-то, да, или от кого-то? Давайте так, будет ли он свободен? Так, здесь мы положим женщину вот так, она тут полностью открыта у нас. Давайте так скажу, он может быть с женщиной, которая на дистанции. То есть, будет ли он абсолютно свободен? Вряд ли. То есть, тень женщины прошлого у него есть. На него выпадает звезда. И выпадает прямо женщина. Поэтому, скорее всего, будет какой-то шлейф прошлых отношений. И эти прошлые отношения, вот они, пятерка кубков, это как бы прошлое, да, рядом лежит. Но оно может будет на каком-то этапе может и мешать. Да. Следующая карта. Насколько он сможет быть независимым от прошлого, то есть может ли он освободиться, император, да, может ли он взять власть над ситуацией, особенно если есть тень прошлого, да. Луна. Велик риск того, что в этих отношениях на мужчине, на дистанции или какими-то энергиями Луна, видите, 18, я говорил 18, сделали 21, да. Будем надеяться, что будет выход. Смотрите, ему свою независимость отстаивать будет очень-очень тяжело. Может быть такое, что на этом мужчине... вы с ним познакомитесь, и вы будете замечать, что тень магии или тень женщины прошлого, да, сохраняется. Нужно будет его освобождать от этой магии, да, очищать и так далее. Давайте посмотрим, что из прошлого будет очень сильно влиять на него. Помимо магии, да, что еще из прошлого. Какой опыт он уже сможет пройти, да? Какое влияние прошлого? Давайте так скажем. Здесь четверка мечей, и это покой. С одной стороны, карты тебе говорят, успокойся, это все преодолевается, да? Если ты почувствуешь, что это твой человек, то ты, как бы, кармическая отработка, тебе не будет легко. Карты не говорили, что будет легко, да? С одной стороны, тебе нужно быть спокойным. Может быть, этот человек, скорее всего, будет спокойно реагировать на какие-то моменты. Поэтому я так скажу. Здесь карта спокойствия, и его опытом прошлой жизни, которую он уже прожил, да, является его спокойствие. И, может быть, тебе будет с ним спокойно. Да, может быть, тень прошлого женщина, да, может быть, магия, но вы спокойно будете проходить эти испытания. И если тебе спокойно проходить испытания,
И от этого тебе спокойно, да, ты слышишь, что тебе нужно проходить спокойное испытание, и тебе спокойно при этом. Ну, тогда, значит, успокойся, все будет ок, да, или спок. Беспок, да. Следующее движение. Как будут развиваться ваши отношения? Насколько быстро, да? Насколько динамично движение? Давайте динамику ваших отношений посмотрим. Динамика ваших отношений. Динамика будет у вас, динамика у вас будет. И смотри, у него есть спокойствие. Тебе нужно быть спокойной, но спокойствия не будет. То есть у вас будет неспокойная динамика, в которой надо сохранять спокойствие. Могут ли за вами там следить, обсуждать? То есть паш мечей, да, могут ли быть шпионы в ваших отношениях? Да, могут быть, и от этого будет неспокойно, но это будет немедленно. Немедленно, да? То есть это будет происходить быстро. Хорошо. Следующая карта. Следующая карта – любой вопрос. Любой вопрос. Вы сейчас задаете себе абсолютно любой вопрос об этом мужчине, а я достану карту и скажу просто, что она означает, а вы примените толкование этой карты к своему вопросу. Итак, если не можете загадать вопрос, поставьте на паузу. Вы сняли с паузы. И я показываю ответ на любой вопрос по этому мужчине. Так, я здесь прикрою. Здесь есть интим. Да. Смотрите. Карта интим. Карта дьявол, зависимости, несвобода, зависимость от обстоятельств, темные силы, черная магия и обстоятельства против вас обоих. То есть вы будете зависеть друг от друга. Да? Вот видите, вот так вот я показываю его. То есть, видите, на любой ваш вопрос выпадает дьявол. Ну, что-то не так уж легко и чисто, да? Ну, да, тут больше такое. Может быть, магия приворота с этим человеком у вас. Или любовная магия любого характера, в том числе и постинтимные энергетические влияния. Следующая карта – весталки, весты. Да? Это богини семьи и богини семейных отношений. Будет ли у вас с этим человеком семья? Семья. Будет ли семья? Может быть король кубков, особенно если этот мужчина рыба, скорпион, рак. И особенно если его сердце очистится от вот этой беды, да, от этого дьявола, от луны, от звезды, вот этой предыдущей звезды. Да, вот так. Хорошо. Да, может быть союз. То есть он может быть вам по душе, а вы ему. Любимый мужчина, кстати, получается. Так, императрица. Это ваша карта здесь. Это вы. Можете поставить на паузу, всмотреться в этот образ. Вы или не вы. Узнаете себя или нет. Если узнаете, пишите в комментарии, что да. Также становитесь спонсорами канала и подписывайтесь. Императрицы так вот и поступают. Хорошо, императрица. Какую власть над ним вы будете иметь? Или возымеете? Смотрите, здесь десятка мечей, и либо вы его укокошите, уничтожите, да? Абсолютную власть. Либо в вашей власти положить конец. А чему положить конец? Прошлым отношениям. С вами он, как с императрицей, может забыть про все, если вы наберетесь смелости, спокойствия, преодолевать его уход из прошлой жизни. Такой месседж. То есть это абсолютная власть, власть над реальностью, власть над жизнью. Да? В хорошем смысле этого слова. Не дадите ему умереть, да? От голода точно, да, и от прошлого тоже. Хорошо. Следующая карта. Триумф обычно, победа, да, или праздник какой-то, или
сам процесс принятия чего-то хорошего. Что хорошее ждет ваши отношения с этим мужчиной? Что хорошего или прям очень хорошего? Да? Здесь отшельник выпадает. Я скажу так, учитывая вот эту карту Дева и вот этот отшельник, вам идет мудрый мужчина, но он идет как бы неторопливо и медленно. Он торопиться не будет, но вам будет казаться, что отношения ваши развиваются очень быстро, очень стремительно. И вот что именно хорошее здесь? Это хорошо, что как по этой карте, так и по этой карте Дева происходит кармическая отработка. Что хорошего? Вы с этим мужчиной можете закончить отрабатывать трудности, да, то есть вот после него, да, как бы вам уже не будет трудно. То есть, соответственно, у вас хорошие шансы с ним жить долго, с этим человеком. Будет ли у вас с ним брак, свадьба? Ну, мы уже смотрели, да, вот союз, да, семья, да, вот здесь семья, а здесь прям свадьба. Ну, давайте смотреть. Можно посмотреть, как быстро она может быть, да, но мы смотрели стремительно. Да, она, скорее всего, будет. Королева кубков – это семейная карта. Повторяются. Смотрите, на свадьбу выпадает женщина, то есть вы, а на семью выпадает мужчина. И смотрите, какие карты у вас между мужчиной и вами. А между мужчиной и вами выпадает десятка мечей и отшельник. То есть, смотрите, 10 и 9, 19, солнце. Вам нужно ясно понимать, что благодаря вам этот мужчина прекращает прошлую жизнь, ну, как бы закрывает гештальт. А вместе с ним вы закрываете все свои гештальты и тот опыт, который вы накопили, но не реализовали в прошлых отношениях, вы реализуете в этих отношениях. Да, у вас будет свадьба. Нужно ли вам ее делать? Да. Бом-бом. 2 часа на двоих. Свадьба для двоих. Следующая карта. Театр. Ну, давайте так. Нужно ли афишировать ваши отношения? Нужно ли афишировать, да? Рассказывать или показывать свои отношения? Я бы скрыл эти отношения. Здесь Скорпион. Нет. Вам не нужно афишировать эти отношения. И чем меньше знают про эти отношения, тем лучше. Следующая карта. Будут ли у вас дети? Ну, а кто не планирует детей, может посмотреть влияние детей на эту ситуацию. Будут ли у вас дети? Влияние детей на эту ситуацию может быть сложным, негативным и доставляющим трудности. Будут ли у вас дети? Ну, эта карта говорит, что этот вопрос пока не своевременен, он явно лишний. Да? Пока что до него надо еще дожить. Да? Предпоследняя карта. Легионер. Ну, давайте так скажем. Сможет ли мужчина здесь взять всю ответственность на себя? Это для тех женщин, которые любят перекладывать ответственность на других. Относите вы себя к их когорте, это уже второй вопрос. Сможет ли он взять всю ответственность на себя, особенно если у вас дети, например? Да? Не факт, но и тут и не да, и не нет в зависимости от обстоятельств. То есть все будет зависеть от того, насколько он будет свободен, насколько вы захотите упорно, да, преодолевать трудности. То есть не без трудностей, и да, и нет в зависимости от обстоятельств. Насколько у него будут развязаны руки, насколько вы хотите не бояться преодолевать препятствия в этих отношениях. То есть да, он может взять на себя многое, но не без вашего участия, не без вашей смелости. Да? Последняя карта.
чем сердце успокоится, чего вы можете достичь на празднике жизни, которое дарит вам судьба с этим человеком. Вы можете достичь любви, любить и быть любимой, чего искренне вам желаю. Світла вам та вашому Всесвітові. Побачимось, почуємось. До зустрічі.